Здравствуйте, дорогие друзья! Я вернулся из своего короткого отпуска в прекрасном древнем городе Пскове и приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми, и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня мы разберем очередную часть устройства потустороннего уровня бытия, или, как его еще называют, тот свет или загробный мир, и узнаем, чем же умершие люди там занимаются. Напомню, что информация об этом не является чьей-то выдумкой или измышлением, а берется из обобщенного массива знаний, за несколько тысяч лет оставленных для нас множеством профессиональных исследователей смерти, жизни после смерти и устройства потустороннего мира, ссылки на которых предложены нами для вашего изучения в разделе «О канале», вкладке «Сообщество» и наших книгах цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю», начиная с путешествия скептика в потусторонний мир. Итак, к теме лекции. Физический мир год от года, век от века, тысячелетие от тысячелетия оказывается в плену стереотипов. Это одна из его главных проблем, мешающих людям отказаться от розни, жестокости, насилия, войн и зажить счастливо. Я заметил, что люди, попавшие в плен стереотипа отрицания продолжения жизни после жизни, будучи ознакомлены с железными доказательствами этого, находят в себе еще одну лазейку для продолжения отрицания и становятся жертвой еще одного стереотипа. Зачем мне продолжение жизни после смерти? Витать в облаках и играть на арфе в раю на протяжении вечности – это же так скучно, с ума можно сойти, говорят они и убеждают себя в том, что такая жизнь после смерти им не нужна, а значит ее все-таки нет и быть не может. И действительно, здесь на земле же можно хотя бы посмотреть телек, бухнуть с приятелями по вечерам после тяжелой и нелюбимой работы, сходить налево от жены и принять участие в увлекательных обсуждениях чужого грязного белья, поднятых в разных телевизионных шоу. Играть на арфе в облаках, по сравнению с этим, невероятно скучное и недостойное занятие. Но не только отрицающие жизнь после смерти считают, что на том свете какие-то абстрактные бесплотные духи хаотически носятся в пустоте или играют на арфах в течение бесконечности. Среди тех, кто допускает продолжение жизни за гранью земного существования, таковых тоже немало. Данный стереотип про облака и арфы, как и тот, что постулирует вечные муки в аду на раскаленных сковородках, сформировался из-за заблуждений и намеренных манипуляций мировых религий, которые на протяжении многих веков искажали или цензурировали информацию, приходящую из потустороннего мира, в своих корыстных интересах приведения масс к покорности и организации заработка для разросшейся армии проповедников и самозваных пророков, которым нужно на что-то жить. Конечно, не все, но многие из них, как и политики, желали не просто жить, а жить красиво. С дворцами, личными кораблями, наложницами и прочими атрибутами неуемного гедонизма. Многие же из них шли туда уже изначально с такими коммерческими целями. Поэтому нужно было выдумывать, где-то скрывать, а где-то и упрощать, и таким образом держать население в узде, чтобы не артачилось, а исправно несло пожертвования, на которые можно покупать золотые унитазы и кареты. Однако дело в том, что обобщенная информация, собранная за тысячелетия изучения потустороннего мира, уверенно опровергает эти заблуждения и манипуляции, и особенно модель пребывания за последней чертой с бескрайними облаками и арфами. Никакого вечного пребывания в облаках и игр на арфах там нет. Ну, по крайней мере, для большинства.
Конечно, те, кто именно так представлял себе загробную жизнь, возможно, и проведут какое-то время за этими занятиями, потому что сами для себя будут создавать такую реальность, пока не осознают, что посмертное существование определяется сознанием, мировоззрением и мыслями, оказывающими доминирующее влияние, и что мир бесконечно огромнее и удивительнее, чем можно вообразить нашим трехмерным ограниченным мозгом в ограниченном трехмерном же мире. Природа человека такова, что он не может оставаться бездеятельным длительное время. Это видно уже здесь, на земном, вещественном уровне. Люди, получающие в свое распоряжение много денег, власти и возможность предаваться лени и ничего не деланию, довольно быстро приходят в уныние от такой жизни и начинают искать для себя занятия. А не находя его, оказываются в плену различных зависимостей – алкогольной, наркотической, сексуальной и так далее. Это происходит именно из-за рассинхрона с одним из основных принципов, заложенным в человеческой душе – потребности в труде. Даже если кому-то, как мне, например, на протяжении всей жизни отвратительно нелюбимые работы ради заработка, губящие любые таланты и амбиции, это еще не значит, что в основе таковых взглядов лежит желание ничего не делать, лежать в кровати сутками и получать от этого удовольствие. Напротив, необходимость трудиться заложена в нас на глубинном уровне. Более того, я абсолютно убежден, что всем людям нравится трудиться. Даже если кто-то с этим и не согласен, именно в силу не вполне корректного осознания труда и прочной ассоциации этого слова с тяжелой, нелюбимой и даже отвратительной работой. На самом же деле, труд вовсе не обязательно должен быть нелюбимым, тяжелым, приносящим болезни и необходимость терпеть глупых начальников, стукачей коллег и ежедневные вставания в 5 утра с последующей поездкой через полгорода к опостылевшей работе. Более того, он должен быть любимым, приносящим радость и удовлетворение. Именно по этому принципу его следовало бы выбирать, если бы люди не боялись остаться в нищете и доверяли провидению и поддержке духовного мира, который всегда приходит на помощь, когда человек реализует свое назначение, а не закапывает его в землю ради зарплаты здесь и сейчас. Поэтому ничего удивительного в том, что, поднимая завесу той стороны, все исследователи как один обнаруживают, что так называемый загробный мир не только не бездеятелен, но и наполнен огромным количеством занятий и видов труда, ассортимент которых значительно превышает доступный на Земле, нет. Перешедшие на тот свет не только сохраняют себя, свою личность, обретают тело, очень похожее на то, что было у них при жизни на Земле, но и чем только не занимаются. Они работают волонтерами для новоприбывших, учителями, актерами, композиторами, писателями, танцорами, врачами, психологами, проектировщиками, строителями, учеными, исследователями, изобретателями, путешественниками, специалистами по связи с физическим миром, проповедниками любви и добра для заблудших душ, привязанных к земным сферам, садовниками, заботятся о детях, животных, потусторонней природе и так далее. Перечислять можно бесконечно. Каждый находит для себя занятие по душе, осваивает его, в любой момент может сменить на другое, более интересное. На том свете рисуются картины, которым еще только предстоит появиться на земле, переданными в сознание живущих художников. Пишутся книги, сценарии великих фильмов, которые еще не воплощены на земном уровне. Проектируются невероятные постройки, придумываются изобретения и делаются открытия, которые затем появятся и у нас. И все это делают развоплощенные духи, обитающие на том свете и активно трудящиеся во благо обоих миров. Духи продолжают свой прогресс, начатый в земном мире, и на том свете. Прогресс вообще не останавливается ни на минуту с самого нашего рождения.
или, если правильнее выражаться, сотворения. Как Вселенная бесконечна, никогда не бывает статичной и все время продолжает расширяться, так и мы все время прогрессируем, растем и развиваемся. Одни прогрессируют быстрее, другие медленнее, третьи совсем медленно, но все равно развитие идет безостановочно и в конце концов обязательно приведет нас в миры гораздо более прекрасные и великолепные, чем наша нынешняя Земля. Хотя на самом деле и Земля прекрасна, если правильно настроить свое восприятие окружающей реальности, которая и определяет все в нашей вечной жизни, на всех ее отрезках, как плотных, так и тонких, как во сне, так и наяву. Но об этом мы еще обязательно поговорим отдельно. Сейчас же вернемся к теме сегодняшней лекции. Если вас, опять же, в силу пока не совсем правильного восприятия терминов «труд» и «работа» беспокоит, что и после смерти придется гнуть спину, не волнуйтесь. На том свете никто никого ни к чему не принуждает. Человек сам выбирает, в какой области ему трудиться, в зависимости от его истинных желаний и способностей. Там нет необходимости зарабатывать деньги для того, чтобы прожить еще один день, оплатить аренду угла и купить хлеба. А значит, не требуется и выбирать нелюбимую работу только ради пропитания себя и семьи. Деньги, как и любые формы бартера, вообще отсутствуют как таковые. В этом попросту нет необходимости, ведь основа созидания и обретения чего-либо на том свете – это собственная мысль, и мысль коллективная. Все имеют возможность трудиться тем, к чему имеют стремление, и что приносит искреннюю радость. Это, кстати, один из факторов формирования райских условий вокруг населяющих духовные сферы людей. Я, например, смог почувствовать это еще здесь, на земном плане, когда, несмотря на непростые финансовые условия, по совету моей самой родной и любимой души, уже покинувшей земной план, оставил нелюбимую работу и занялся реализацией того, что мне нравится, и что из-за необходимости зарабатывать здесь и сейчас я откладывал с детства. Писательством, которое теперь, как вы и сами можете убедиться, приносит помощь, позитив и утешение другим людям, которые в этом нуждаются. Вы не представляете, какое удовольствие получает душа, когда из-под пера ее биологического тела выходит нечто, что становится для людей поводом к улыбке или даже небольшому снижению уровня горя. Когда делаешь такое, не нужны ни деньги, ни дворцы, ни дорогие автомобили, ни шмотки, ни шубохранилища. Возможность сделать нечто полезное для других – вот истинное богатство и истинное же счастье. Все это меняет мир к лучшему вокруг меня уже сейчас, даже на этом коллективном плотном уровне бытия, который мы называем планетой Земля. Очевидно, что на том свете чистого сознания и чистой мысли это актуально втройне. Скажу больше. К текущему моменту я уже практически проверил, неоднократно и на 100% убедился в том, что желания, цели и задачи, направленные к благу других, встречают невероятную поддержку из потустороннего мира и всегда воплощаются, несмотря даже на то, что с точки зрения проживающих на земном уровне бытия и могут показаться абсолютно несбыточными. Наши близкие души, наставники и сам Господь Бог всегда и неотступно помогают нам в таких благих делах. Поэтому теперь, когда у меня появляется очередная идея для какого-либо нового дела, небольшого или крупного, в первую очередь я оцениваю, какую пользу она принесет другим. И если вижу, что принесет, то знаю, что мне обязательно помогут. И перехожу к ее реализации, какой бы безумной и невыполнимой эта миссия ни казалась. Как оказалось, именно это рецепт достижения успеха в любом деле и в любой работе. Я уже знаю, чем займусь после перехода. Я не буду витать в облаках и играть на арфах.
Я планирую с удовольствием продолжить свою писательскую деятельность, с интересом исследовать следующий мир и заниматься помощью душам, застрявшим в мрачных нижних мирах, пусть и на небольшую кроху, но меняя Вселенную к лучшему, внося в нее хоть и небольшой, посильный, но вклад добра и любви. Конечно, не забывая при этом наслаждаться временем, весельем и отдыхом со своими родными, любимыми и близкими, которые уже находятся на той стороне и ждут моего прибытия. Уверен, такая великолепная жизнь после жизни доступна каждому. Все, что нужно для того, чтобы получить это богатство, всего лишь жить по совести, помогать окружающим и через это наполнять свою душу светом, который в конечном итоге и приведет ее обладателя в прекрасный и истинный рай. А самое замечательное состоит в том, что это легко, стоит только начать, и уже не сможешь остановиться. На сегодня это все, дорогие друзья. В качестве традиционного домашнего задания я попрошу вас остаться в одиночестве, в тишине, прислушаться к своему внутреннему голосу и узнать, что он думает на тему вашей работы в настоящее время. Кажется ли вам, что вы находитесь на своем месте и полностью удовлетворены тем, чем занимаетесь? Или есть что-то другое, чем бы вы занялись с гораздо большей радостью и пользой для других, но пока вам мешает необходимость зарабатывать деньги на жизнь? Когда получите ответ, поразмыслите вот над чем. А что если плюнуть на деньги, отринуть страх остаться в нищете, довериться провидению и при помощи духовного мира перейти к реализации давно откладываемых мечтаний? Быть может, время для перемен уже пришло? Обратите внимание, это ни к чему не обязывающая информация. Решать, разумеется, как всегда, только вам, а я лишь предлагаю просто подумать над этим. В следующий раз мы подробно разберемся в важном вопросе, который многие пока не могут понять. Как загробный мир может быть не каким-то бесформенным туманом, а вполне материальным, осязаемым и наполненным множеством вещей для тех, кто в нем обитает. Встречаемся, как обычно, послезавтра на нашем канале. Всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.